Всем привет! Меня зовут Ксения и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я нахожусь в прекрасном городе под названием Рим, в отеле. Мы решили с мужем уехать на 3 дня по случаю моего дня рождения и отпраздновать этот день в Риме, также посетить Ватикан. Прекрасный повод для того, чтобы посетить эти места. Предлагаю вам вместе со мной собраться, накраситься и заодно хочу с вами поделиться своей косметичкой, показать то, чем я пользуюсь на постоянной основе. Поехали! Первым делом, вне зависимости, если я наношу макияж или нет, я использую витамин С. В данном случае у меня от фирмы SkinCeuticals. Это всегда происходит утром, конечно. Совсем немного на лицо. Также перед тем, как краситься, для того, чтобы губы немного увлажнить, я пользуюсь обычным вазелином и, конечно, наношу крем. В данном случае у меня пробник от Filorga, французская марка, которая мне нравится. Мне очень нравится запах этой косметики. Наносим на лицо. Предупреждаю, я не косметолог, я не визажист, просто с вами делюсь макияжем, то, как делаю это я, то, что больше всего подходит моему лицу, по моему мнению. Первым делом, после того, как мы нанесли свои уходовые средства, я наношу тональный крем. Сегодня у меня это Herborian. Он сочетает в себе и покрытие, и выравнивает тон, и плюс еще ухаживает за лицом. Конечно, у меня есть еще Chanel. Я очень люблю эту марку из коллекции Le Beige. Я чередую. Тон я наношу кисточкой от MAC 187S. Так, тон я нанесла уже. Уже заметно, как лицо освежилось. Но это не все. Я стараюсь делать такой макияж, чтобы не было сильно заметно, что есть макияж, но также подчеркнуть все, что можно подчеркнуть, скрыть то, что надо скрыть, и сделать эффект ухоженного, отдохнувшего лица. Я так считаю, что у меня это получается. Затем, значит, нанесли тон. После этого я наношу от Chanel в номере B10 корректор. Корректор я наношу в основном под глаза, иногда на какие-то высыпания, если есть. Но вообще, если честно, я это делаю не для того, чтобы скрыть синяки под глазами, потому что как таковых у меня их нет, а для того, чтобы высветить цвет кожи под глазами, чтобы как раз-таки создать такой эффект, как будто ты целый день катался на лыжах, знаете, они носят такие очки, а вокруг лицо немного такое загорелое, румяное, а под глазами из-за очков оно такое белое. В общем, эффект, как будто целый день я ничем не занималась, не работала, каталась где-то в Куршевеле, на лыжах или на сноуборде. Значит, нанесли под глаза. И затем следующий этап у нас это шайба вот такая от Chanel Le Beige в оттенке 390 Soleil. Это вообще бронзер. Беру кисть теперь, тоже MAC, в номере 128S. Делаю себе скулы, то есть под скулы немного добавляем этого оттенка и растушевываем хорошо. Аккуратно только. Все хорошо растушевываем. Я еще крашу вот здесь, по диагонали вывожу вверх линию для того, чтобы сделать такой, знаете, как лифтинг эффект. В общем, конечно, это все надо аккуратно, чтобы сильно не было заметно. Следующий этап — хайлайтер. У меня в жидком виде, тоже от Chanel Le Beige.
Так, какой цвет? Тут все подстерлось. В общем, такой светлый. Но на самом деле у меня есть два таких оттенка. Один посветлее, второй потемнее. Именно этот я использую зимой. Но у меня также есть второй оттенок потемнее, который я использую летом. Кстати, еще вам не показала, я сейчас его не нанесла, забыла. У меня есть еще такая база от Chanel, от макияж. Но я ее очень редко использую. Не знаю, мне кажется, да, так, для каких-то серьезных съемок, фотосессий. А в обычной жизни, конечно, я таким не пользуюсь. Итак, наш хайлайтер я наношу вот в эту зону, чтобы здесь переливалось все. Был такой эффект, как будто я вышла из спа-салона. Ну, а что, не так, что ли? Все так. Вообще, когда я крашусь, для меня это не просто, там, знаете, как-то что-то подчеркнуть, что-то скрыть, сделать лицо более выразительным, а сам процесс макияжа мне доставляет удовольствие. Философски подхожу к этому делу, что мы, женщины, должны нести красоту в этот мир, поэтому мы должны об этом думать, чтобы быть всегда красивой каждый день. Хотя, не буду скрывать, я очень часто хожу и без макияжа. Да, бывают и такие дни, я не каждый день крашусь. Но, тем не менее, мне доставляет удовольствие сам процесс. Ну, конечно же, результат тоже имеет место быть. И этот хайлайтер я немного наношу по контуру губ тоже. Не знаю, мне так нравится. Наносила я все это дело кисточкой тоже от MAC 270S. Так, ну теперь, вот самый эффект, про который я говорила, что вы только что спустились с гор, как я его добиваюсь еще, это при помощи румян. Румяна у меня от Dior в оттенке 959 Charnel Satin. Так они выглядят. И добавляем немного румянца. Раньше вы знаете, да, что женщины щипали себя за щечки, но в наше время это делать совершенно не обязательно, потому что у нас есть румяна. Обязательно при этом улыбаемся. С самого утра нужно себе улыбнуться, настроиться на этот день. Ну вот уже такой эффект, что я где-то сначала побыла в спа-салоне, сделала себе огромное количество всяких масок, массажей. Потом я покаталась на лыжах, позанималась спортом. И такая вся свежая, отдохнувшая, спустилась с гор и готова принимать шампанское. Да. Так, дальше. Наносила я эти румяна кисточкой тоже от MAC 135S. Вообще, открою вам небольшой секрет. Моя мечта – это кисти Хакахода. По-моему, они так называются. Японские. Они стоят очень дорого. Конечно, я могла бы заказать их на интернете, но я специально этого не делаю, потому что я хочу поехать в Японию. Я там уже была очень давно, в Токио. Но вот моя мечта именно вернуться туда снова и посетить другие места и купить эти кисти. Так, что дальше? Дальше переходим к глазам. Вообще я раньше, конечно, очень сильно красилась, ярко так. Я думаю, что у всех был такой период, когда тогда еще, наверное, модно было это все. Сейчас стараюсь использовать по минимуму косметику, хотя, в принципе, то, что я уже использовала на себе, это уже много, но чтобы не было эффекта такого, знаете, что я целый день провела за макияжем. Вообще макияж у меня занимает буквально 5 минут.
Сейчас, пока я вам говорю, конечно, он займет намного больше времени, но дальше, значит, переходим к глазам. У меня есть две палетки. Первая палетка это от Dior в оттенке 559 пончо. Она такая, знаете, бежево-коричневая на зиму. Я ее больше всего использую зимой. А летом тоже у меня от Dior. Она называется Backstage, если я не ошибаюсь. Да, вот с такими оттенками. Более розовыми. 002 Smoky Essentials называется. И это я тоже использую, но больше весной и летом. Сегодня будет коричневый оттенок. Значит, я беру вот этот оттенок посередине, светлый, и наношу прямо на все веко. Таким образом. Кисть у меня тоже от MAC 230, по-моему, S. Кисть для век. Затем я беру другую кисть 219S. Цвет потемнее, вот этот, и начинаю прорисовывать тень под своим веком, для того, чтобы визуально увеличить взгляд. И кисточкой для растушевки, тоже MAC 2017S, я все это дело растушевываю. От внешнего угла веду к внутреннему. Ну, не знаю, если это правильно, но так как-то по ощущениям все. Вот видите, уже немножко взгляд приподнялся. Дальше я беру кисточку, которая лежала внутри румян, тонкую, и самым темным цветом, коричневым, вот этим, начинаю прорисовывать стрелку. Раньше я всегда использовала айлайнеры, но сейчас я смягчаю свой макияж, не рисую черные стрелки. Ну, когда как. Когда рисую, когда нет, но чаще всего нет. И прорисовываю их при помощи теней. Получается натуральнее, более естественнее и более мягче, я бы сказала. Мне пока что так нравится больше. Значит, я набрала немного оттенка и начинаю прорисовывать буквально, выводить стрелку буквально в самом конце. Вот. И то же самое проделываем со вторым глазом. Ну вот что у нас получилось. То есть она такая получается немного как растушеванная, нечеткая, но вот именно этого эффекта я и добиваюсь. Кстати, пару слов о тенях. У меня были тени Шанель. Насколько я люблю косметику Шанель именно для оформления лица, тона, там какие-то румяна, хайлайтеры, бронзеры, пудры. Вот у меня тоже пудра есть, и там мы будем завершать пудрой наш макияж. Но именно тени я предпочитаю Dior. Они стойкие, они хорошо пигментированы и приятные оттенки, цвета. В общем, меня все устраивает. Теперь мы будем красить с вами ресницы. Вообще у меня дома есть две новые туши, которые я еще не открывала, но я никак не могу закончить два пробника, которые мне давали. И, кстати, мне очень нравится их возить с собой в путешествия. Они такие маленькие, компактные тоже. От Шанель и второй тоже от Шанель. Я не знаю, я ими пользуюсь уже год, и они никак не могут закончиться. Достаточно странное явление, но не будем жаловаться. Ну и так, мне кажется, обыкновенно крашу. Так, я накрасила ресницы. И сейчас я им буду задавать вектор кончиком кисточки и по направлению к нашей стрелке. Взгляд получился такой немного кошачий. Муж рядом лежит, смеется с меня. Ну а что поделать? Все мы хотим кошачьи глазки. Такие, знаете, хитренькие. В общем,
Вот так. С глазками мы закончили, теперь переходим к бровям. Брови в основном я не крашу, но иногда где-то что-то, может быть, какой-то прорисовать волосик или форму немножко изменить. Периодически такое бывает. На данный момент я использую карандаш от Benefit. Вот. Я подобрала цвет, который больше всего подходит к моим бровям. Это номер 4, я так понимаю. Что хорошо, что здесь он двухсторонний. С одной стороны, у него очень тонкие карандаши, которые выкручиваются. И с другой стороны расческа, которой можно все это хорошо зачесывать и придавать бровям форму. Сейчас я стараюсь их не выщипывать. Я, в принципе, никогда сильно их не выщипывала, чтобы они были такие густые и имели форму все-таки более натуральную, а не такую, знаете, ровную, прорисованную. Это мне не очень нравится. И, как я понимаю, сейчас это не так модно. Все-таки мода сейчас на естественность. Я просто подрисовываю, может быть, какие-то там волосики, которых не хватает, по моему мнению. Ну, вот как-то так. Нарисовала себе пару волосиков. Никому это не скажем. Это незаметно. Но общая картина выглядит неплохо по итогу. И затем я их расчесываю. Ну и все. Почти красотка. Остались только последние штрихи. Дальше. Я долго уже ищу себе хороший гель для бровей. Сначала я пользовалась маком, меня все устраивало. Потом они как-то изменили свой гель, формат, и, в общем, я приобрела новый, и он мне не понравился, потому что в течение дня весь этот гель оставался на бровях, и он, знаете, превращался в такую белую пленку, что было достаточно заметно. Поэтому я его выкинула, купила от Benefit. Benefit мне делал то же самое. И у какого-то блогера я увидела супербюджетный вариант от Maybelline, который я заказала на Амазоне за очень дешево. И знаете, я довольна. Он никаких мне не оставляет белых разводов. Он в течение дня очень хорошо держит форму бровей. Ничто никуда не уходит. То есть вы как утром себе накрасили, так волосики ваши в течение дня и остаются. Да, пахнет он, конечно, немножко химозно, но можем перетерпеть, правильно? В общем, пока вот за неделю использования я им довольна, поэтому присмотритесь к нему. И если вы можете мне посоветовать какой-то хороший гель для бровей, пожалуйста, оставьте ваши рекомендации в комментариях, я обязательно к ним присмотрюсь. Так, и вот так вот все эти бровки наши приглаживаем. Задаем такую форму, знаете, бабушка моя. Алло! Ну и последний наш штрих. Фиксируем весь наш прекрасный макияж не менее прекрасной пудрой от Chanel. Вот такая. Ну, у меня в оттенке 20. Но, честно скажу, оттенок светлый. Я бы, наверное, все-таки использовала 30-ку. У меня есть 30-ка тоже, но она так получилось, что я ее больше использую летом, когда у меня более загорелая кожа лица, и она мне больше подходит. В общем, все это так вот припечатываем, чтобы ничто никуда не распадалось, расплывалось, и в течение дня мы были с вами красотками. Ну а как еще, девочки, надо стараться нести в этот мир только красоту, только положительные энергии, нашу улыбку, нашу женственность. Правильно? Правильно. Все это, значит, мы запечатали. Теперь последний штрих, наконец-то, это губы. Я тут недавно тоже кого-то подсмотрела. В общем, у меня был такой карандаш Clarins для бровей. Но теперь я использую его для губ.
Он коричневый, но вы не пугайтесь. Что мы делаем? Я немного, совершенно почти незаметно провожу чуть ниже контура своих губ. Наверху тоже очень аккуратно, чтобы это было максимально незаметно. Не смотрелось смешно, правильно? Мы не хотим выглядеть смешно, мы хотим выглядеть только красиво. Значит, я провожу его по контуру губ, чуть выше контура губ, тем самым образовывая такую как тень. И при помощи этого эффекта наши губы визуально смотрятся чуть больше. Так, ну что, поехали. Вот такие вот. Ну, вот как-то так. Ну, вроде как незаметно. Конечно, лучше, наверное, делать эту процедуру при помощи карандаша, который специально предназначен для губ. Но вот я пока таким способом обхожусь. И последнее – это помада. У меня это Chanel Rouge Allure 206 номер. Буквально под цвет моих губ. Мне очень нравится этот оттенок. Ну, если вам тоже подходят такие оттенки, то присмотритесь. И буквально вот так с центра губ чуть-чуть постукивающими, даже я делаю это все движениями. Ну вот, прекрасно. Я считаю, что очень красиво все это смотрится. На этом наш макияж готов. Сейчас я пойду делать прическу. Выходи через 5 минут, прическа. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Такой женский. Спасибо большое, что досмотрели это до конца. А мы бежим смотреть Колизей. Все, целую вас, обнимаю. И увидимся в следующем видео.